Me? Or... Yeah. Oh, you want me to sit? Yeah. Oh. Oh, okay. Добрый день, дорогие гости, уважаемые друзья библиотеки. Сегодня впервые в Верхней Пышме на площадке Центральной городской библиотеки имени Владимира Васильевича Волоскова состоится удивительная встреча с необычным человеком, с комиксистом, писателем, художником, преподавателем, консультантом в области интеграции образования и искусства, обладателем премии ГРИП Алексом Симонсом. А еще я с удовольствием хочу представить вам консула по визовым вопросам и образованию Генерального консульства США в Екатеринбурге Шеннон Ричи. Welcome, уважаемые гости! Вас приветствует начальник управления культуры городского округа Верхняя Пышма Мария Альбертовна Костыгина. Добрый день, уважаемые гости, долгожданные гости, все читатели, маленькие и побольше. Мы очень рады сегодняшней встрече. Для нашего города это большая честь приветствовать и встречать такого замечательного, талантливого человека. И от лица администрации городского округа Верхняя Пышма, от управления культуры, от себя лично. Мы хотим выразить вам большую благодарность, что вы сегодня в нашем городе, что вы пообщаетесь вживую, увидите глаза наших читателей, наших замечательных детей, которые любят посещать библиотеки, которые познакомятся с вашим творчеством. Я надеюсь, что встреча сегодня будет очень полезной и интересной. Ну и в память о нашем городе, о нашей встрече от лица города хотелось бы вручить вам памятные подарки. Вот когда вы приедете на родину, есть у нас очень замечательная книга, называется «Верхняя Пышма. Территория будущего», где вы увидите о самых значимых объектах нашего городского округа, окунетесь в историю. То есть это будет очень интересно. И подарим вам сувенирную тарелку, тоже с нашими видами города. Самые яркие, красивые, любимые места нашего города. Поэтому примите, пожалуйста, от нас такой памятный подарок о нашей встрече. И ждем вас всегда с большой радостью. Медленно вручайте. Медленно, Мария. Ричи вам тоже, Шеннон, вам тоже мы передадим, хорошо? Ну а теперь мы не будем у Алекса отнимать время и, please. It's all mine, right? Okay, thank you. Good morning. Скажите, меня хорошо слышно или нужно лучше в микрофон? Микрофон? Oh, you want it with the microphone. You can't hear me like this. А меня вы слышите? Yeah. So microphone or no microphone? Алекс должен говорить в микрофон или нет? Микрофон или нет? Надо не да ответить, а микрофон или без микрофона? Microphone. Okay, hey, all right. So I'm working with this. Хорошо, будем в микрофон работать. So welcome to this workshop and thank you for inviting me here to your town. It looks wonderful so far and I'm glad to see all of you here. Добро пожаловать на наш сегодняшний мастер-класс. Мне очень приятно, что меня сюда пригласили. Большое спасибо за то, что меня представили. И я надеюсь, в этом замечательном городе будет хороший мастер-класс. We're going to do a few things in the amount of time we have together. The first will be, I'll tell you a little bit about myself. У нас будет несколько блоков в нашей сегодняшней встрече. Сначала я расскажу немножко о себе. Then, number two is I'll tell you a little bit about how we create comics in the business, in the profession, how the major companies actually create their own comic books.
Потом я вам немножко расскажу о том, как создаются комиксы в бизнесе, в производстве большими компаниями. And then 3, you're going to create here your own original comic book character. И в третьем отделении вы создадите свой собственный персонаж-комиксник. Прямо здесь и сейчас. Try to do that with a little more enthusiasm. Побольше энтузиазма. So we'll start with the wonderful Shannon there. Would you hit the button there? Thank you very much. И начнем сейчас с презентации. Шанан нам будет помогать. Okay, so that's me. That's Это я, my big face right there. мое большое лицо. And yeah, it is the big face. And I was born and raised in New York City. And go ahead, I'll let you go. Я родился и вырос в городе Нью-Йорк. And I lived with my mother. She raised me. And we did not live in a wealthy family. We had a very poor upbringing. Меня вырастила мама, и мы жили довольно бедно. So one of the things that I did have was a very, very active imagination. Но у меня была одна важная вещь. У меня было очень бурное воображение. Right, I didn't get to travel to a lot of different places. I didn't have a lot of things, a lot of toys, a lot of games and things. But through comics and through movies, I went everywhere. У меня не было возможности особо путешествовать, у меня не было много вещей, игрушек или игр, в которые я мог играть, но через воображение я мог получить это все. So I watched cartoons and reading comics and looking at the movies. I went into space, I went to other countries, I discovered treasures that were lost. And this was a good thing because it filled my mind, my imagination, with all kinds of ideas about what I'd like to do when I grew up. И я просто смотрел мультики, читал комиксы, смотрел фильмы, и благодаря этому у себя в голове я путешествовал в космос, в другие страны, находил спрятанные сокровища. И весь этот опыт помог мне определиться с тем, чем я хочу заниматься, когда я вырасту. So my mother made sure I did my homework, and I, was a good person. I had good manners and all of that. But she never told me I couldn't, imagine things and draw things and write things and create my own stories. And so that allowed me to grow up to become a professional actor and a professional writer of books and comics. И моя мама всегда следила за тем, чтобы я сделал свое домашнее задание, чтобы я себя хорошо вел, но она никогда не запрещала мне воображать, рисовать, придумывать истории. И благодаря этому я вырос тем, кто я есть, я вырос актером и создателем комиксов. So, growing up and becoming a professional comic book writer, I've created a number of things. I'm going to walk over here because it's easier for me to point. И вот когда я вырос, я стал профессиональным сценаристом комиксов и несколько персонажей создан. So, I've been able to write Scooby-Doo. Anybody know Scooby-Doo? Вы знаете Скуби-Ду? Я писал серии для Скуби-Ду. Everybody knows Scooby-Doo? Raise your hands. Поднимите руку, кто знает Скуби-Ду. Oh, friends in everybody's home. Works for me. Okay. And how about Archie? А кто знает Арчи? Okay, good. So I've written Archie comics too. Я тоже писал часть комиксов для Арчи. Batman. I've written Batman. Batman. Okay, yeah. Okay, great. Anybody? Well, you might not. Oh, Tarzan. You know Tarzan? Okay, Tarzan. So those are all things that I wrote. I watched them when I was a child. I read the stories when I was a child, and when I grew up, I was able to actually write stories for these characters. В детстве я читал комиксы про этих персонажей, смотрел фильмы, и вот когда я вырос, я смог присоединиться к этой профессии и продолжать писать эти серии. And because as a boy, I always wanted to go on adventures and rescue people and discover treasures and everything. When I grew up, I created my own character, which is Blackjack, who does those things, goes on adventures, rescues people, discovers treasures and all that. Ну и поскольку маленьким я очень любил читать про произведения, про то, как находили сокровища и клады, когда я вырос,
Я создал своего собственного персонажа, собственный комикс Black Jack. И этот человек, который тоже попадает в разные приключения и ищет сокровища. And then I was also able to write stories about other children who went on adventures and discovered things and rescued people. И я пишу другие истории про детей, которые попадают в приключения и спасают людей. And last but not least, I wrote a book about how to create your own comic book characters. Ну и, наконец, я написал учебник о том, как делать свой собственный комикс. All of this for me says that your imagination is your superpower. It takes you anywhere you want to go, even if you've physically never been there. Воображение — это суперсила. Оно может унести вас куда угодно, даже туда, где вы еще никогда не были до этого. As you grow up, your imagination is going to allow you to think, what if? Or maybe one day I could be, or maybe one day I could go. And that's what you're supposed to be thinking. What you want to be, where you want to go, and then we as adults try and help you figure that out. But it starts with you having that idea in your head. И когда вы будете взрослеть, ваше воображение будет подкидывать вам ответы на вопросы: а что если, куда бы мог я поехать, а кем бы я мог бы стать. И это ваша задача думать об этом и все время пытаться дать ответ на этот вопрос, кем бы я мог быть. А наша задача как взрослых помочь вам в этом направлении. So as I said, Blackjack, Archie, I've even written mysteries with Sherlock Holmes. Anybody know who Sherlock Holmes is? Так вот, я писал Арчи, писал Блэк Джек. А вы знаете, кто такой Шерлок Холмс? Да, я писал комиксы про детей, которые работают с Шерлоком Холмсом вместе. So again, things that you read, things that you do when you're younger, because when Scooby-Doo started, I was maybe just a little bit older than you. But once you love these things as you grow up, maybe one day you'll actually affect them or be a part of making the movies about them or what. You never know. But that's the cool thing about starting with imagining those possibilities. Важно то, что мы читаем и смотрим в детстве, потому что вот все это у меня пришло из детства. Как Скуби-Ду только появился, когда я был ребенком. Поэтому очень важно для вас использовать свое воображение. And also one of the things I've done is because I love comics and I was reading them and I'm writing them, I created not only workshops like this, where I teach it, И поскольку я обожаю комиксы, я не только сейчас их читаю, но и создаю, поэтому я провожу мастер-классы, подобные нашему с вами. But I also create online workshops and master classes where I connect children in different countries to work on a comic book project together. А также я провожу такие мастер-классы онлайн и соединяю детей, которые живут в самых разных странах, и они разрабатывают комиксы вместе. So this, for instance, this strange map was created by children in Ireland, in Africa, and in the United States for the characters that they created working with me. Например, вот эта вот странная карта была создана детьми в Ирландии, в США и в Африке, когда они работали над совместным проектом над новым комиксом. So through comics, you can connect with other people and you can have a great time creating your own characters. You can go to the next one. Через комиксы вы можете общаться с другими людьми и, в общем-то, проводить сами чудесное время, создавая своих персонажей. Okay. So, I've now told you some of the things that I've done in comics and with comics. Now I want to show you for just a little bit of time the very important, the 6 most important jobs in creating comics, because at least 1 or 2 of those you're going to do here today. Ну вот, я вам рассказал немножко о себе. Теперь я поговорю о 6 самых главных профессиях в бизнесе создания комиксов, что делают эти люди. Ну и часть из этой работы вы попробуете сделать сегодня сами. You sure about that? Yeah, okay, good. Just checking. All right. So, next slide, please. All right. The very first job in creating comics, and I know that's the English word, you're going to give them the American one, right? Very first job. You're going to create your own comic book company. What do you think is the first person you have to hire?
Итак, давайте представим, что у вас большая компания солидная, вы собираетесь создать комикс. Кто будет первым человеком, который начинает работу над комиксом? Oh, I love this kid. Thank you. Вы Thank мне you. нравитесь, Yes, спасибо. yes, Да. yes. Okay. Yes, a writer. Сценарист, писатель. The writer's job is to sometimes come up with the idea, but definitely to write the script, write the story. So again, sometimes we come up with the idea, sometimes they tell us. Иногда писатель сам придумывает оригинальную идею комикса, иногда компания дает ему эту идею и задание. И вы правы, писатель расписывает сценарий комикса. And when we write the script, we have to describe what happens in each panel and what the characters say. И когда сценарист пишет сценарий комикса, он должен расписать в каждом кадре, что происходит и что говорят герои. Okay, so we have the script writer. Thank you. Итак, у нас есть писатель. What's the next person we need? А кто следующий будет работать? Painter, almost. We're going to get to a painter, but Почти. before... Who draws the panels or draws the... okay, so what do you think they use to do the drawing? Как вы думаете, да, это рисует, а что используют для того, чтобы нарисовать сначала? What do they use to draw with? Именно инструмент, да, каким? That's on. That's what you draw on. Это на чем мы рисуем, а чем? You're going totally tech. No, hang on. Так, вы очень техничные тут, очень такие цифровые. Before there were А вот computers. до вот этих планшетов-то чем рисовали? Thank you. Thank you. Да. Спасибо. Yes, okay, a pencil. Next. Карандаш. Okay. So, И это следующая работа, это человек, который I have to рисует put this карандашом. Сейчас я положу свой микрофон. okay. I knew I should have put this on top. There we go. All right. So, in the United States and in parts of Europe, we draw on comic book board. В США и в некоторых странах Европы мы рисуем вот комиксы вот на таком формате листа. And every page is about this size. И каждая страница комикса будет примерно такого размера. So we draw them big and then we shrink them down. Мы сначала рисуем большими их, а потом уменьшаем при печати. So the penciler Человек, который рисует карандашом, will do a cover он сделает обложку. or will do a page in pencil. И все остальные страницы, все в карандаше. Is this very dark? Это темный рисунок. No, right? We want to make it darker. Мы хотим сделать его поярче. Without computers, what do we use? Отложим в сторону компьютеры. Что мы используем следующее? Ink. Who said ink? The lady? Oh, you had a ringer in here. Okay. So we use ink. because Чернила. of that, right? So we go from pencil art to Мы ink. переходим от карандашного наброска к обрисовке тушью. And just so you appreciate this, you digital people, Я понимаю уже, да, что вы совсем там все в компьютерах, these are all done by hand. но чтобы вы поняли, и какая это работа, вот все это сделано вручную. So the inker, and you can go to that next slide. Go one more. Right, the inker has to go over every line that the penciler draws in ink with a brush or a pen. Контуровщик, который работает чернилами, пройдется по каждой линии, которую нарисовал художник-карандашист, и сделает этот рисунок более четким. Okay, so we have a script writer, Итак, у нас есть писатель, we have a penciler, художник карандашом we have an inker. и художник, который работает тушью. How do you read a comic? What do you read? Но мы ведь читаем комикс. Что вы там читаете? Text, right. And text is made up of
И из чего состоит текст? Sentences shorter, what? Еще меньше, чем предложение. Words, and words are made up of А из чего? letters. Thank you very much. Go back one. Go back one, Shannon. Oh, you did it. Letterer. И вот следующая работа, это будет человек, который прорисовывает буквы. So the letterer, and it's hard to see, but the letterer does all the words you read. That was my phone, so it's okay. All the words you read on the page, by hand or by computer. И человек, который рисует буквы, он разрабатывает шрифты и подписи на каждой страничке, либо вручную, либо на компьютере. So we have a writer, Итак, у нас есть писатель, художник, работающий карандашом, inker, художник тушью, letterer. человек, который прописывает буквы. What do we need now? А что нам теперь нужно? Okay, ringer again. Okay. So, Звоночек прозвенел. To another guy. what, does this guy? This guy here? Who's this guy? Yeah, who's that? In this... Get over here. Get over here. This is my friend. This is my friend. Say hello to Dimas. Yeah. Dimas, say hello. Да, поприветствуйте Диму. Way better. So, you said colorist? You said colorist? Да, вы сказали колорист, человек, который Okay. работает с цветом. So we go from this to this. Итак, из наброска души мы переходим к полностью цветной работе. So Shannon, you can go to one more. There you go. Okay? And this was done on computer. They're very digital. Okay? И здесь цвет был наложен на компьютере. Это очень цифровая штука. But before computers, this would have been done on paper with markers and pens, and then that would have been sent to the production company, however you would put that, the production department, and they would do it on the computer and send it to the printer. Но если бы работа над этим комиксом шла до того, как существовали компьютеры, то цвет бы накладывали при помощи маркеров, при помощи красок, и это делали бы вручную, потом конкретный оттиск и конкретную страницу отправляли бы в производственный отдел издательства, и уже сам производственный отдел начинал бы размножать эти листы и переводить в компьютер в верстку. Very good. So, writer, penciler, inker, letterer, colorist. I said 6 jobs. Who's missing? No, but at the beginning. You got here late. Don't push it. Okay. So, who's number 6? Who's missing? Итак, я назвал профессии сценариста, художника, делающего наброски, художника, работающего с тушью, колориста. Какой профессии не достает? Publisher. Publisher is the person who's paying everybody. Нет, издатель — это человек, который за все платит, он у нас нулевая профессия. Editor. Next slide, please. Thank you very much. Oh, you Да, can't see. Can you turn off the lights for a second? Да, не могли бы вы выключить на секундочку свет, чтобы мы увидели слайд? Буквально секунду. Oh, Давайте sorry. хлопнем 3 раза в ладоши, свет сам потухнет. You can barely see it, but that's the editor, the bald guy. Вам практически он не виден, но знаете, что на слайде изображен редактор, лысеющий человек. Okay. And the editor's job, thank you, you can turn the lights back on. The editor's job is to check everybody else's work. И работа редактора заключается в том, чтобы проверить, как выполняет свою работу каждый из прошлых работников. So the writer's script, the penciler's art, the inker's art, the letterer's work, the colorist's work, everybody has to show it to the editor. Сценарист показывает редактору, все показывают выполненную работу. Сценарист показывает сценарий, художник показывает наброски,
колорист показывает уже раскрашенные работы, наброски тушью также представляет на суд редактора, и letterer, человек, который делает текстовые подписи, также проверяет их вместе с редактором. Okay. Now, as I'm going to go on to the next part, I'm going to ask the teachers, staff, whatever, to please start handing out to the students 2 sheets of paper and a pencil. Please, or actually, yeah, 2 sheets of paper if you can. И перед тем, как мы перейдем к следующей части, я бы попросил учителей и сотрудников библиотеки раздать нашим участникам по 2 листочка бумаги и, возможно, что-то, чем можно писать на этих листочках бумаги. All right, so Shannon, next slide, please. Oh, they are? Oh, is that? I saw that stuff on the side, so I thought that was for them. Да, просто Алекс увидел, что листочки лежат в стороне и думал, что их еще надо будет раздавать. Спасибо. Okay, so great. So, well then why weren't they writing? No. Yeah, almost there. Вы знаете, на первом ряду еще нет ни у кого листочка. You're allowed. There's water there too. Just don't sneeze into the water. Well, I'm happy to see you too. Yeah, you're clock watching. I'm not. So we're going to end at 3 and go. Yeah, from 3:15 because we have to leave here by 3:30. So 3:15 to 3:30 is right, exactly. How are we doing? We have half an hour left. Okay, that's good. Terminology's drawing. Everybody, just about everybody, just about. See, not everybody was ready. Ну что, все ли уже получили листочки? You know how this works, Dima. So you all have paper now. You all have paper. Так, ну, я надеюсь, все получили листочки бумаги. And you all have a pencil or something to write with. И у вас есть либо карандаш, либо что-то, чем можно писать на листочке. Yes? Да? Yeah. Okay, good. Okay. So, 2 things. First, the wonderful Dima will read what I'm going to talk about, and I want you to copy it down. И скажу 2 вещи. Первое. Прекрасный Дима прочитает вам сейчас вещи, про которые я буду рассказывать, и я попрошу эти вещи записать на листочек. So what I'm going to do is, since I don't expect them to write down the definitions at this time, just make sure they write down the writer and so the titles. Yeah, okay, and then we'll go quickly to terminologies. Okay, great. So we're going to Just read. I'm going to mention the titles again. You're going to get them to write down just the titles, but you know I will also talk about what they do. But they only have to write down the titles because we don't have a lot of time. All right, so we're just going to review now. И сейчас мы повторим профессию. And tell them to write down the titles. И я попрошу вас записать названия этих профессий, чтобы вы держали их в уме. So just so you have a list, you will always know. The writer writes the script. Итак, сценарист всегда готовит сценарий и историю комикса. The penciler draws the story in pencil only. He or she does nothing else. Художник набросков делает только карандашные наброски. Его работа заканчивается только на набросках. If we're not using computers, the letterer then writes all of the words that we read onto the page. Затем, если мы не используем компьютер и компьютерные заполнения, то letterer заполняет все подписи и все реплики в комиксе. There's a different way to do it with computers. Если мы работаем с компьютером, то заполнение строится по-другому. So once the letterer has written all the words onto the page, then it goes to the inker who inks everything. Как только letterer закончил свою работу, вступает художник по туши. Художник, который тушью выстраивает все контуры. Можно записать его как контурист. And again, hopefully they're writing down the names. Yeah. Да, и надеюсь, что вы записываете эти профессии для себя. And then once... They're not keeping up with the pace.
takes more time. That's okay. That's all right. I just want to make sure they're right. Okay. Вы можете не успевать, можете чуть-чуть позже, потом все до записать. Главное, что вы записываете. And then the colorist comes in and colors all of the artwork. Ну и, наконец, появляется колорист и заполняет цветом и выстраивает в соответствии с палитрой все страницы, все изображения внутри комикса. And all through that, the editor is checking everybody's work. И на каждом из этапов работы появляется редактор и проверяет каждый из этапов. Now, you as comic book creators, if you want to create your own stories, you can do 5 of these jobs by yourself if you don't want to work with anybody. И если вы принимаетесь за создание комиксов, вы можете взять на себя 5 из указанных 6 профессий. Если вы решаете ни с кем больше не работать и сделать все одиночку, вы можете выполнить, закрыть собой 5 позиций. But there's one job you should not do by yourself. Но есть одна работа, которую не следует выполнять вам, как создателю. Ever. Никогда, просто никогда не пытайтесь быть этим человеком. And what do you think that job is? И как вы думаете, что это за позиция? Editor. We all agree on that? Так, мы все согласны с тем, что редактором быть не стоит? Yeah. Why? Почему? That's boring. That you're going subjective. Yeah, every time if you're like an author, you just kind of look at stuff properly. Wait, so you can hear you. What's up? So if you're an author, you might miss something. Да, если вы создатель комикса, вы просто можете что-то проглядеть. Right, you might miss spelling mistakes, you might leave out a word or two. That's true. Вы можете ошибиться с пунктуацией, вы можете выпустить просто пару слов. Такое бывает. But also importantly, we make up the story. The whole story's in our head. But when we write and draw it, we might accidentally leave something out. We're looking at it and think it makes sense, but it might not to other people. Ну и мы, как создатели комикса, удерживаем историю в голове. Мы очень хорошо представляем себе, как она устроена. Но когда мы начинаем переносить ее на бумагу, какие-то звенья, какие-то события мы можем пропустить. Тем не менее, когда мы будем смотреть на результат работы, нам будет казаться, что все очень связано, все очень понятно. Но стоит нам позвать читателя, как мы можем узнать, что все не так уж логично и связано. So that's why we should always have somebody we trust check our work just to make sure it's as good as we can possibly make it. И поэтому всегда важно работать с человеком, которому ты доверяешь и которому ты можешь показать свою работу для того, чтобы вы вместе смогли добиться максимально точного переноса вашей идеи в реальность. Okay, now, the next thing we're going to do is we're going to give you, next slide please, thank you. We're going to give you 1, 2, 3, 4, 5, 6 words that we use in the business to help us create our own comics. And I'm going to let Dima tell you what they are in Russian. I would like you to copy down just the words. Don't worry about what they mean. И вторая вещь. Пробежимся быстро по терминологии, которую мы используем в комикс-индустрии. Терминология, которая позволяет нам не запутаться в работе. Я просто попрошу вас записать эти слова и помнить их. И пока не оспаривать их значение. Первое — это панель или кадр. Это формы, в которых содержатся либо сами изображения, либо... то есть это формы, в которых происходят события комикса. Панель либо кадр. Затем, да, здесь мы видим панель. Вот это панель, это большая панель, тоже большая панель, маленькая панель, либо кадр. Затем второе слово — это подпись. Подпись — это любая текстовая информация, которая сообщает что-то дополнительно о том, что происходит в кадре. Будь то географическое указание, будь то какое-то указание на предыдущее событие, в духе того, что 40 тысяч лет назад Лекс Лютер не был в этом месте. Ты узнаешь, увидев Лютера в каком-то конкретном месте, указанном внутри панели. Затем персонажи могут быть самыми разными.
В данном случае мы видим персонажей из комикса Арчи, но, как мы знаем, персонажи могут быть и люди, и животные, и неодушевленные объекты. Персонажи — это то, что запускает историю. Затем мы говорим о раскадровке и о набросках. Раскадровка — это то, что позволяет вам понять и выстроить последовательность событий, происходящих на странице. И происходящих либо на странице, либо на развороте, то есть на двух страницах. И затем два типа баблов, два типа пузырей, в которых мы пишем информацию, связанную с персонажами. Первый — это разговорный бабл, и это реплика персонажа, когда персонаж обращается либо к другому персонажу, либо что-то произносит, что слышат все участники, запертые в кадре. И второй тип бабла — это бабл с размышлениями. Он отражает внутренний монолог героя, и это аналогично тому, что мы видим в пьесах и в указаниях драматурга. Как внутренний монолог, внутренняя мысль сказана для себя, сказана в полслова. Здесь мы видим как раз бабл-реплику, и он артикулирован как вот этой стрелочкой, то есть это реплика, идущая от персонажа. И это бабл-размышления, которые не слышит никто, кроме героя и нас, как читателей. Nicely done. Thank you very much. Next slide. Okay, so how much time do we have? Okay, so, and I know you said, he wants me on the mic. Okay. So I know you said about characters, they can be anything, right? Okay. All right. So again, right now, with the other sheet of paper, I see somebody's already started. Да, я вижу, что вы уже начали работать. On one of the sheets of paper you don't have to do it on the same one, you just wrote down your information. И я знаю, что мы уже немного поговорили про персонажей, и сейчас я предлагаю вам взять второй листочек бумаги, на котором вы не записывали термины. Does everybody have two sheets of paper or just one sheet? У каждого ли из вас два листочка бумаги или у кого-то один? Just one. Do we have enough to give them more, or should they just work on that? I just need to know. Вы можете повернуть, да. Okay, all right. Just flip it over. Если у вас один листочек, да, просто поверните его и будете рисовать на другой стороне. I want you right now to be what you are, which is wonderful kids. I want you to use your imagination. I want you to go into your head. Forget television shows, forget books you've read, forget movies. I want you to go into your head. И прямо сейчас я хочу, чтобы вы несколько минут побыли самими собой, то есть прекрасными детьми с очень развитым воображением. И я хочу, чтобы вы погрузились в это воображение, на время забыли про телешоу, которые вы смотрели, книги, которые вы читали, и просто погрузились себе в голову. I want you to think what's fun for you, what's cool, what's wacky, what's bizarre, what's scary. Whatever goes on in your mind, and I want you to create your own original character. И я хочу, чтобы вы задали себе вопрос, что вы находите забавным, что вы находите интересным, что вы находите, так себе, что вы находите странным и что вы находите пугающим. I'm not doing this. You wouldn't do Scooby the other day. I don't know about you. I gotta worry about И я хочу, чтобы вы задали себе все эти вопросы, и на основе этих вопросов вы сделали своего персонажа. Персонажа, который испытывает эти чувства. And remember, a character. I said an original character. So that means it can be a person, an animal, a monster, an alien, or an object that comes to life, like this microphone, So it doesn't have to be a person. И помните, персонажем, настоящим оригинальным персонажем, может быть не только человек или животное. Им может быть призрак, им может быть пришелец, им может быть любой неодушевленный объект, включая микрофон, в который я сейчас говорю. Вы вольны создавать любого персонажа. Do you understand? Поняли ли вы? Oh. All right, then, go. Start drawing, and we'll come around. Teachers, you can
go help, encourage, you know, all of that good stuff. But everybody start drawing. Let's see what kind of characters you come up with. Ну а сейчас вы можете приступать к рисованию, и давайте посмотрим, какие персонажи у вас получатся. А учителей я просто приглашу... Use your imagination. Используйте ваше воображение. Oh, very clever, clever, clever. I like that. Yeah, let's use the seats. Да, очень здорово вы решили проблему со столами. You have to take a picture of this. Yeah, this is something. I love it. As you're drawing, think something about the character, name, or gender, or write it down. Да, друзья, у нас есть еще 10 минут для того, чтобы доработать и дорисовать героя. И если по мере того, как вы его вырисовываете, вам приходит на ум его имя, или чем он занимается, или какая-то информация о нем, я очень прошу вас ее записывать, чтобы вы сами больше узнавали о своем персонаже и писали его историю вместе с тем, как вы его рисуете. Да, друзья, у нас сейчас будет немного времени для того, чтобы вы могли задавать вопросы, а Алекс мог на них поотвечать. И потом мы сможем еще посмотреть ваши рисунки, еще обсудить ваших персонажей. So as soon as everybody's seated, we'll talk. Again, just give them a moment. Little things get their attention. Okay. I'm sorry I didn't get to see everybody's drawings, so I'm going to ask a big favor of the teachers, parents. Can you either take a digital photo of their work or scan it and then arrange through, where did she go? Slava, where are you? Oh, there you are. Arrange through Slava to have them sent to me so that I can see them. I didn't get a chance to see everybody else's. Да, друзья, я приношу большое извинение за то, что я не успел посмотреть работы всех, и я предлагаю учителям, родителям либо сфотографировать работы, либо отсканировать персонажей и потом переправить сканы Славе, чтобы она могла уже отправить их мне, и я бы смог посмотреть и откомментировать всех созданных героев. Okay, so now most of you drew in pencil, which is great because that meant you were the penciler. All right, so you went from a little bit of the writer, creating the idea, to penciling the art. Первое, что скажу, я видел, что большую часть работы вы выполнили карандашом. Получается, что большая часть из вас стали художниками набросков, и вы немного побыли сценаристами и сделали такой задел для истории и подготовили наброски самостоятельно. And then some of you drew in pen or ink immediately. Okay, I'll get to you later. But it simply means you still went a little bit from an idea in your head to drawing the art, which is fine. You skip the pencil part. Next time, draw in pencil so you can play and change and try different things and then ink it. И некоторые из вас, я видел, сразу перешли к ручкам и чернилам, и сейчас я до вас быстро доберусь. Вы тем самым сократили путь от придумывания идеи и сразу перешли к итоговой иллюстрации. В следующий раз, когда вы будете работать над героями, я предлагаю вам поработать с карандашом. Не пропускать эту часть, чтобы у вас было больше возможностей поиграть с формой, понять, как вы хотите строить персонажа, и лишь потом переходить к чернилам. Okay. Okay. Right. I want to make sure that we have time for what we call Q&A, so you can ask me all kinds of questions. So I'll just say one more thing.
You created these characters out of your imagination, which is fantastic, and you really need to give yourselves a hand. So everybody give yourselves a hand. Make sure they know that's not for me, that's for them. Да, здесь самое важное, вы аплодируете сейчас не Алексу, а вы аплодируете себе, потому что персонажи, которых вы сделали, вы достали из собственного воображения. И это очень круто, и аплодисменты вам, самим себе. So let's do that again. Right. Secondly, you don't have to stop here just because this will be over in a little while. You can take these home and you can build on these characters. You can create stories out of your own ideas. That's the whole cool thing about this. You don't need me to do this. I'm just getting you started. И вторая важная часть, то, что наша встреча скоро закончится, не значит, что вы расстаетесь с этими персонажами. Вы легко можете взять эти листочки домой и просто дорабатывать героя и строить историю. Вообще, самое классное во всей нашей встрече то, что я вам не нужен. Я просто даю вам старт для истории, а дальше вы можете работать сами и создавать все сами. Excellent. Okay, so we have a few minutes to do questions and answers, and then I'll sit and autograph or look at more work or whatever. So, anybody have any questions? И теперь время для вопросов-ответов. Вы можете спросить меня все, что угодно. Буквально несколько вопросов, и потом я готов подписывать рисунки, смотреть рисунки и прочее. This hand went up first. Вы изучаете русский язык? Do you study Russian language? No. I haven't had the chance, and I would like to. У меня не было просто шанса, но я бы хотел, конечно. This lady? Yes. Как вас занесло в Верхнюю Пышму? How did I wind up here? I was walking along the street. Ну, я просто шел по улице, и And there was this saucer and потом просто появилась летающая тарелка, и... There you go, I'll just do the sound effects for you. I was, in May of this year, I was invited to a Comic-Con in Moscow. I did that, and then by this gentleman was part of the reason I wound up in Yekaterinburg. And when they asked me back, they added this visit to my list of places to go. In a few days, I'll be in St. Petersburg. Да, в мае я был на комик-коне в Москве и делал там мастер-классы. Затем джентльмен, который стоит здесь, причастен к тому, что я оказался в Екатеринбурге. Я уже был один раз в городе, и второй раз, когда меня пригласили вновь приехать, нашу встречу добавили в общий график, и так мы встретились. А через несколько дней я буду в Санкт-Петербурге. На английском задам Oh, вопрос. he's got a list. It's going to be in English. We all love and nostalgic for old comics and TV shows, but how do you personally feel about modern comics books with more realistic characters that look like real people and more sensitive stories for a more adult audience? Wow. Очень серьезный вопрос. Если вкратце, сейчас попробую короткую версию. Мы все любим старые комиксы и старую эстетику, но какое ваше отношение к современным комиксам с более реалистичным рисунком, более сложно устроенными историями, направленными на взрослую аудиторию? Okay, so how do I feel about the modern comics? Yes, I am nostalgic for some of the things I grew up with. Да, если говорить, как я отношусь к современным комиксам, безусловно, у меня есть ностальгия по отношению к комиксам, на которых я рос. But I do understand that change happens, and so there's another market, and they are trying to approach that market. И я понимаю, что вещи сменяют друг друга, и появляется новый рынок и новая аудитория, для которой перестраивают лекала. What I don't like is when they put in violence or sex or vulgarity, foul words, just to catch your attention or just to get you excited. And there's really no story there, and it really has no place. I don't think it's necessary most of the time. Но вот что мне не нравится, когда просто берут насилие, берут ругательства, берут сексуальные сцены и просто вставляют их в комикс. Они ничего не дают истории, они не двигают сюжет, они просто вставляются туда, чтобы привлечь твое внимание как читателя. И мне это очень не нравится, и я нахожу это очень вульгарным. And the last part of that is I think we need to laugh more than we need to be angry.
or violent. So I would like to see more humor comics out there as well. И последнее, что скажу, мне кажется, нам стоит больше смеяться, нежели ходить и быть злыми. И мне бы хотелось видеть больше комиксов с юмором, нежели с жестокостью. Что вас впечатляет создавать такие комиксы? What are the impressions from which you started? A lot of the ideas and the impressions I get come from things I see in real life, or things that I feel, or things that I'm interested in and crazy about. Music, sometimes going to different places, new places, like I have all kinds of ideas now that I've come to Russia. Большая часть впечатлений и вдохновения для комиксов я получаю из непосредственного опыта, будь то люди, с которыми я встречаюсь, будь то вещи, по которым я схожу с ума, будь то новые путешествия, в которые я отправляюсь, и встречи с новыми людьми. Буквально мой визит в Россию дает мне очень много пищи для размышлений. And it's the same thing, whether it's a funny story or an exciting adventure or science fiction. A lot of stories you will find come from the writer thinking about something they've lived or something they've seen. And that's where we get our ideas from. И опять же, если вы посмотрите на смешную или страшную или глубокую историю, как правило, эти истории, эти сценарии появляются из личного опыта писателя. Из того, что он пережил, из того, что он прочувствовал. И так мы, как сценаристы, как правило, получаем идеи. Сколько вы всего написали комиксов? How many? Oh my God. Well, one, I'm a writer of a lot of different things, so I've written over 200 different types of stories. I would say I've probably written about, it's been a number of years, maybe 45 comic book stories. And 22 to like 48 to 96 pages each. Господи. Yeah, that's a tough one, right? Ну, вообще, начну с того, что я писатель самых разных штук. И я написал, наверное, в общей сложности порядка 200 историй в разных совершенно формах и медиумах. Но если говорить про комиксы, это столько лет. Но ладно, я написал порядка 45 сценариев для комиксов, и мы говорим о комиксах, которые объемом от 48 до 96 страниц. Can you get this? Дмитрий, можно постарше? Yeah, I was going to say, can we get the microphone? Can you get the microphone? Yes. Какой у вас был самый первый комикс? What was your first comic story that you created? А передайте дальше просто. The first story that I created. The first story that was published was a story about the supernatural called The Demon Chronicles. The first story that I did that was funny, silly, was Scooby-Doo, Postal Ghost. Postal Ghost, yeah. Так, первая история. Наверное, первый опубликованный сценарий, первый опубликованный комикс, это был сверхъестественный комикс в линейке «Хроники демонов». И первая смешная история, это был комикс про Скуби-Ду, и это была история «Почтовый призрак». Which one problem in the comic industry is the most serious now? Какую одну проблему в современной комикс-индустрии вы находите самой серьезной? And little one. Marvel or DC Universe in cinematography? И вопрос про кино, Marvel или DC, на какой стороне? Let me say again, which is the biggest problem in the comic book industry, and then how does the Marvel... Yeah, in terms of cinema, are you on Marvel? Oh, I see. Okay. So, first question. Biggest problem I see is that the comic book industry is no longer a series of individual companies. DC is now owned by Warner Brothers. Marvel is now owned by Disney. There are a few other companies that have gone completely out of business. So I feel there's not enough variety.
on the main scale, I think independently, there's a lot of new stuff coming out, and that's great. But on the main level, there's fewer, and they're controlled by bigger corporations. So that's one. Secondly, Marvel or DC. I think Marvel has, at this point, much better storytelling in their films. I think they're very strong. I think the character development is really there, and they've got their audience appeal locked down. I think DC is just now getting it. The Wonder Woman movie worked, and so now maybe they'll get it right going forward. We're hoping, you know. I don't know what to say, you know. Хорошо, касательно первого вопроса, мне кажется, большая проблема современной индустрии комиксов в том, что достаточно мало представлено. Рынок отличается от того, каким он был, и на уровне мейнстрима, на уровне самых крупных издательств нет того разнообразия, которое было раньше. Остаются ключевыми игроками Marvel и DC, но Marvel принадлежит компании Warner, Marvel принадлежит Disney, DC принадлежит Warner, и на уровне больших корпораций, большие издательства принадлежат даже большим корпорациям. Если мы смотрим на уровень независимых комиксов, то там все достаточно хорошо, много разнообразных тайтлов, но мне не достает этого разнообразия на уровне крупных издательств. Что касается второго вопроса, мне кажется, что в киновселенной Marvel лучше рассказываются истории, у них отлично показывается развитие персонажей, и DC только начали понимать, как это работает, и вот «Чудо-женщина» сработала, и посмотрим, мы можем только надеяться, что дальше у них тоже пойдет. Да, у нас буквально 3 минуты, так что у нас этот вопрос и еще вот эти 3 вопроса, и мы сворачиваемся. What is your favorite character created by you? Каков ваш любимый персонаж из тех, что вы сделали? My favorite character created by me is Blackjack. My African-American soldier of fortune in the 1930s, which I'm working on a story for him to come to Russia, so that's my favorite. Мой самый любимый персонаж, которого я создал, это Блэк Джек. Это чернокожий наемник, орудующий в 30-х 20 века. И я сейчас работаю над историей о том, как он оказывается в России. Это мой самый любимый персонаж. Правда ли то, что вы писали «Черепашек-ниндзя», и как вы относитесь к мультсериалам 80-х «Черепашек-ниндзя», «Бэтмен» или «Человек-паук»? Okay. I did not write Teenage Mutant Ninja Turtles. Scooby-Doo, Archie, I did that. I didn't do Turtles. And what do I think about the movies? I think that the older movies, the original first 2 are fun. The third one's like, eh. And now they're like, testosterone freaks, so I'm not really sure what to make of that. Да, я не писал комиксы про черепашек, я писал про Арчи и про Скуби-Ду. Если мы говорим про фильмы, то мне очень нравились первые 2 фильма про черепашек, третий, но то, что с ним происходит сейчас, это просто тестостероновое безумие, к которому я не знаю, как относиться. I just was told that we're out of time, so I'm going to one last one. I promised these 2, so I've got to go for that. One. Oh, okay, go with them, yes. Because this gentleman didn't these Oh, that's right, they have, yes. Как, по вашему мнению, Россия отличается от Америки? Глобально. Well, geographically, in which way is Russia different from America? We don't have enough time for me to list all those things. It's 2 completely different cultures. Literally, you've gone through different things in history than we have. There are things that are similar, but language, historical, experiences, politics, food, there are differences, which doesn't mean it's a problem. The problem is how people think of each other. And so, frankly, at this point, I'd rather think about the similarities rather than the differences. У меня времени не хватит, чтобы перечислить все пункты, по которым мы отличаемся. Но если вкратце, то Россия и Штаты — это 2
абсолютно разные культуры, которые просто исторически по-разному развивались. У нас разный исторический опыт. С нами происходили разные события, отличные друг от друга. У нас мы отличаемся в плане языка, в плане еды, в плане ключевых исторических событий. Но в то же время, если мы сличаем эти две культуры, есть достаточно много общего. И в современных условиях я бы скорее сконцентрировался на том, что у нас общее и что нас сближает, нежели на том, как мы отличаемся друг от друга. Okay. So I'm told that, hang on a second with the hands because we've run out of the time for that, but I'm told that you guys actually want me to sign stuff. Да, придержите, пожалуйста, руки. Мне сказали, что у нас кончилось время, но мне также сказали, что вы бы хотели, чтобы я подписал вам какие-нибудь штуки. You do. Okay, so you can ask your questions as I autograph. Wait, whoa. I'm going to go sit down, and then you'll be brought to me in an orderly fashion. Я сейчас тихо сяду за стол, и вы аккуратно и один за другим будете подходить ко мне, и как раз получите возможность задать вопрос, пока я подписываю вам рисунок.